Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами на берегу реки Дон, в небольшом городке Волгоградской области. Калач-на-Дону. Городок находится в 80 километрах к западу от Волгограда. Население чуть больше 20 тысяч человек. Ну и давайте начнем с набережной. Некоторые местные жители очень гордились, что ее сделали, но на момент съемок, май 23 года, после половодья, набережная у разреза воды выглядела не очень. Видать, как всегда, гладко было на бумаге, но почему-то все забыли, что весной в половодье река имеет свойство разливаться, и уровень воды поднимается. Нижнюю часть облагороженной набережной затопило вместе с фонариками и брусчаткой. Но в целом, если бы не это недоразумение, набережная симпатична. Надеюсь, в этом году ее довели до ума и исправили косяки. История Калача началась с казачьего хутора, основанного в 1708 году. По преданию, название дал сам Петр I, когда перегонял по Дону построенные в Воронежской области корабли вазов. Хутор так и оставался маленьким поселением до 1862 года, когда была построена Волго-Донская железная дорога. Дорога шла от Царицына до Дона. Эта дорога считается самой старой в Волгоградской области. Она и сейчас связывает Волгоград и Калач-на-Дону. Кстати, видео про Волгоград уже есть на канале. Дорога и сегодня кончается в Калаче. Станция Донская представляет из себя вот такой небольшой полустанок. Пассажирское движение осуществляется с помощью рельсового автобуса. Расписание не такое напряженное, но дорога представляет из себя однопутную неэлектрифицированную ветку, как минимум до станции Мариновка. Остановка первого и единственного вагона. На площадке перед станцией можно ознакомиться с историей этой дороги, посмотреть старинные фото. И еще. Рядом с вокзалом оказалась вот такая интерактивная доска, где можно на нее потыкать, опять-таки ознакомиться с историей, почитать какие-то факты, посмотреть фото. Можете поставить видео на паузу и почитать тексты. Само здание вокзала представляет из себя такой вот скромный домик. Не знаю, есть ли там зал ожидания, на момент посещения здание закрыто. Рядом, перед вокзалом, стоит памятный камень с датировкой даты открытия этой станции. В целом, 19 век прошел для поселения без особых потрясений. Но начался 20-й, и в первой половине века Калач оказался в центре потрясений. Потрясения, затронувшие этот городок, кстати, тогда он еще не был городом, затронули в том числе из-за деятельности этого исторического персонажа. Памятник Ленину расположен на площади павших борцов. По сути, площадь представляет из себя плац, а перед памятником Ленину расположена трибуна, с которой можно принимать парады и демонстрации. Во время гражданской войны Калач-на-Дону сыграл большую роль в обороне тогда Красного Царицына. Не менее 8 раз он переходил из рук в руки в противостоянии красных и белых.
Также не менее важную роль он сыграл и во время Великой Отечественной войны. Сначала, летом 1942 года, здесь Красная Армия пыталась остановить военную машину вермахта, двигавшуюся на Сталинград, а осенью-зимой 1942 года уже освобождала. Здесь, в окрестностях Калачах, произошло знаменитое соединение фронтов, но об этом чуть позже. Мемориал воинам, павшим при защите и освобождении Калача-на-Дону, сооружен над братской могилой, в которой захоронено более 1200 воинов. Обелиск был установлен в 1970 году. В том числе и из-за ожесточенных боев каких-то старинных зданий в городе практически нет. Одним из культурных очагов города является городская филармония города Калач-на-Дону. 150 лет назад на месте здания филармонии был построен деревянный храм святителя Николая. 100 лет назад храм был закрыт, и тут был устроен кинотеатр профсоюзов и клуб. Старое здание пережило войну, но в 1946 году из-за детской шалости со спичками сгорело. В 1952 году на фундаменте сгоревшего храма был построен кинотеатр «Волга-Дон», названный так в честь строительства канала. С 1999 года в этом здании и располагается филармония. В 1948 году начинается грандиозное строительство канала «Волга-Дон». В 1951 году Калач-на-Дону получил статус города, а в 1952 Волго-Донской канал был введен в эксплуатацию. Последний, 13-й шлюз судоходного канала, находится рядом с городом, в поселке Пятиморск. Романтичное название – поселок Пяти морей. Над шлюзом возведена триумфальная арка, аналогичная возведенной над шлюзом номер 1. Видео с первым шлюзом скоро выйдет на нашем канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить его. Здесь же, в память о событии, положившем начало победоносному наступлению под Сталинградом, напротив 13-го шлюза Волго-Донского канала был установлен памятник соединения фронтов. Работа Евгения Вучетича, автора монумента «Родина, мать зовет». 16-метровая скульптурная группа отображает встречу воинов двух фронтов. 23 ноября 1942 года в районе Калача советские войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили оперативное окружение противника, что привело к последующему разгрому 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Волге. Монумент установлен на естественном возвышении и на фоне одноэтажного поселка и окружающих памятников дачных массивов смотрится очень величественно. Памятник находится не прямо на том месте, где произошло соединение. То место теперь под водами Карповского водохранилища, на берегу которого и находится поселок Пятиморск. Кстати, по данным Википедии, в поселке всего две достопримечательности. Первую мы только что видели, а вторая – это памятник Ленину. Куда же без него? А на заднем плане находится клуб Волго-Донского судоходного канала. А мы вернемся в Калач-на-Дону, и прежде чем продолжить, надо перекусить. Здравствуйте, друзья! Отужинать мы решили в кафе-столовой Маруся. Очень уютное заведение. Удивлением было то, что столовая в таком маленьком городке работает в столь поздний час. Все приготовлено вкусно и с душой. Здесь пельмешки лепят сами, выбор начинки разнообразный. Наш ужин состоял не из пельменей. В целом отличное заведение для такого городка. Наша оценка на экране. В скверике напротив районного дома культуры установлен памятник Георгию Константиновичу Жукову, который принимал важное участие в разработке планов по уничтожению противника под Сталинградом в Великой Отечественной войне. Районный дом культуры является главной концертной площадкой Калача-на-Дону. В этом здании также находится кинотеатр и различные творческие кружки и студии. Здесь же перед ДК находится нулевой километр. Все дороги Калача ведут сюда.
Танк Т-34 помещен на постамент в 1981 году. Танк находится перед зданием местного ПТУ. В связи с этим это ПТУ получило народное название «Танковое училище». Конечно, к танковым войскам это училище не относится. По бокам от танка расположены два сухих фонтана. Через площадь 70-летия Победы от танка открывается вид в створ бульвара 300-летия Калача. В 2017 году городу Калач-на-Дону было присвоено звание «Город воинской славы», и с тех пор это событие остается важной частью его истории. Чтобы сохранить память о нем, была установлена величественная стела, которая сегодня стала одной из главных достопримечательностей города. Стела изготовлена из прочного гранита и имеет форму колонны. Калач-на-Дону не единственный город в России, где можно увидеть подобные стелы. Во множестве городов, чьи имена навсегда запечатлены на страницах истории, установлены эти символы памяти. Они служат напоминанием о героической борьбе и жертвах, сделанных во имя победы. В общей сложности мы были в этом городе около часа, но того, что мы увидели, было достаточно, чтобы сформировать впечатление об этом городе. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем городе. До новых встреч!